семье, где воспитываются двое, трое или более детей, у родителей есть любимчик. Однако мама и папа, скорее всего, никогда не признаются в этом. Синдром любимчика – широко распространенный феномен, но разобраться в психологических особенностях этого явления не так просто. Приоткрыть семейные тайны нам помогут научные данные, которые были получены в ходе исследования этой щепетильной темы. Вопрос: кого из своих детей вы любите больше, считается некорректным, поэтому его задают нечасто. Но если задают, многодетные родители ожидаемо отвечают, что всех любят одинаково. Кажется, это весьма правильный и достойный ответ. Однако проблема в том, что нередко родители лукавят. Любимчик есть всегда. Вот только его наличие является своего рода внутрисемейным табу. Сама мысль о том, что кого-то из детей можно любить больше, а кого-то меньше, ни для папы с мамой, ни для их детей, ни для общества неприемлема. Но жизнь, как водится, рано или поздно все тайное делает явным, и некоторые семейные секреты выносят на всеобщее обозрение. Поэтому каждый, кто рос среди братьев и сестер, прекрасно понимает, кто из детей был всеобщим любимчиком, кого больше обожал отец, а к кому особым образом относилась мать. Конечно, тема, которую мы здесь затронули, для многих весьма болезненна и неоднозначна. Поэтому, чтобы не показаться вам неубедительными и субъективными, мы будем говорить о синдроме, опираясь на научные изыскания. А именно на результаты исследований, которые были проведены британской аналитической компанией YouGov и опубликованы на сайте IFL Science. Ученые поставили цель выяснить, кто именно из детей для родительского сердца всех милее. Для этого в ходе анкетирования они анонимно опросили более 6000 пользователей самого популярного в Великобритании родительского сайта Mumsnet. Само собой, среди респондентов были только те родители, у которых было 2 и более ребенка. По результатам опроса ученые смогли развенчать многие мифы и подтвердить некоторые догадки. Для начала сотрудники YouGov задали родителям прямой вопрос: есть ли у них любимчик? 50% семей ответили, что считают ужасной и неприемлемой даже саму постановку вопроса об этом. 25% честно признались, что среди детей у них действительно есть любимчик. Дальнейший опрос этих честных показал следующее. Среди родителей с 2 детьми 62% считали любимчиком младшего, 30% отдали предпочтение старшему, 8% решили не уточнять, кому именно. Среди пап и мам с 3 и более детьми 43% считали любимчиком младшего, 34% отдали предпочтение одному из средних. Старший был фаворитом всего лишь у 19%. Как видим, во всех семьях младшего ребенка все-таки любят больше. Но разве так плохо выделять среди детей самых маленьких, естественным образом требующих большего внимания и заботы со стороны взрослых? Неплохо, если забыть о тех психологических проблемах, которые родительские предпочтения порождают внутри семьи. Между фаворитами и отверженными нередко возникают бессознательная конкуренция, зависть и даже ненависть. Вот что говорит об этой проблеме основательница сайта Mumsnet Джастин Робертс. Фаворитизм – табуированная тема, которую принято замалчивать в обществе, и родители живут с чувством вины. Поэтому необходимо открыто признавать, что многие родители предпочитают одного ребенка остальным, и в этом нет трагедии. Конечно, тот факт, что кто-то из детей является для родителя любимчиком, не обязательно должен приводить к негативным последствиям. И все же недооценивать воздействие этого феномена на судьбу детей нельзя, поскольку он может стать источником психотравмы для ребенка. Анализируя синдром любимчика, французский психолог Анна Гацель замечает: «Мы не можем сказать, что любим всех наших детей одинаково. Нет, мы любим по-разному. Практически всегда ощущение особенной близости, сходства, объединяет родителя только с каким-то одним ребенком. Это зависит от детских воспоминаний, от семейной истории и от того места, которое мы занимали среди братьев и сестер. Жизнь — штука сложная,
И разобраться в том, как она устроена, на самом деле никогда не помешает. Поэтому знания о психологических механизмах, на которых базируются отношения детей и родителей, всегда будут для нас актуальны. Во всяком случае, мы должны помнить изысканный совет Франсуа Рабле. Ребенок — это не ваза, которую нужно наполнить, а огонь, который нужно зажечь. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.